Всем привет! С вами канал IT Вердикт, и сегодня с вами Катя. Лето, дача, шашлычки и природа. Куда ж тут без любимой музыки, которая создаст нужную атмосферу? И если нет гитары под рукой, а телефон недостаточно громкий для открытого пространства, для этих целей можно приобрести беспроводную колонку. И специально для вас я выбрала два варианта беспроводных колонок, которые мне прислал на обзор магазин Gearbest. И ссылки на обе колонки будут в описании. И сперва хочу рассказать вам о колонке от бренда Xiaomi. Это Xiaomi Mi Bluetooth Speaker 2, который является вторым поколением беспроводных колонок Square Box Generation 2. Внешне она производит очень приятное впечатление. Устройство выдержано в том же стиле, что и вся продукция компании Xiaomi. Пластик с алюминиевыми торцами выглядит солидно и стильно. На колонке не остается отпечатков пальцев и пыли, и даже если вы умудрились ее испачкать, можно протереть загрязнение тряпочкой. Лицевая сторона – перфорированная пластиковая панель. На тыльной стороне – USB и вход на 3.5 мини-джек. Сверху находится клавиша управления громкостью и кнопка включения-выключения, являющаяся также плеем-паузой. Снизу – резиновые нескользящие ножки. Пробегусь по характеристикам. У колонки два динамика по 2,5 Вт. Их сопротивление 3 Ома. Полная выходная мощность колонки 5 Вт. Частота 100 Гц-18 кГц. Mi Speaker поддерживает Bluetooth версии 4.2 с более быстрой передачей данных. Дальность передачи сигнала до 10 метров. Кроме Bluetooth, источник звука можно подключить по AUX и microUSB, которые также используются для зарядки. В колонке стоит литий-полимерный аккумулятор на 1200 мАч. Полностью заряженного за 3 часа аккумулятора хватит на 10 часов воспроизведения музыки на 40% громкости. На деле выходит, примерно 9 часов. Также колонка имеет встроенный микрофон. С помощью кнопки питания можно отклонить или принять входящий звонок. И самое главное – звук. Прослушивая эту колонку впервые, я была удивлена не меньше, чем удивлена в моем предыдущем обзоре на наушники от этой же компании. Разработчики очень большое внимание уделили не только качеству и сбалансированности звука, но и его мощности. Сейчас я покажу, как работает эта колонка на разном расстоянии. Как видите, для такого маленького устройства громкость действительно впечатляет. К сожалению, видео не сможет передать вам качество звука, но поверьте мне на слово, Mi Speaker звучит достойно. Вторая колонка по порядку, но не по значению. Aptoide Bluetooth Portable Speaker. И она кардинально отличается от первого устройства, как внешне, так и по оснащению. Колонка имеет цилиндрическую форму с боковой вставкой, на которой располагаются все необходимые элементы управления, и которая также служит подставкой. Колонка большая и довольно тяжелая, опять же в сравнении с вариантом от Xiaomi. Динамики расположены в основаниях цилиндра. Материал корпуса Soft Touch пластик, по ощущениям похожий на мягкую резину. Главная особенность такого материала – то, что он не намокает. Капли воды с него можно легко смахнуть. Источник звука можно подключить несколькими способами. Колонка имеет разъем 3.5 мини-джек, порт microUSB и слот для карты памяти формата TF. И она также поддерживает Bluetooth соединение. Заявленное расстояние передачи по прямой линии аж 20 метров, что на 10 метров больше, чем у Mi Speaker. Общая мощность колонки 4,8 Вт. Но тут речь скорее идет не о максимальном значении, так как звучит она далеко не тише, чем колонка от Xiaomi.
устройстве стоит литий-ионный аккумулятор уже на целых 3600 мАч. Заряжаться обещает 4 часа, а работать 12 часов. Вместе с непосредственно самой колонкой в коробку вложен аудиокабель и USB кабель, что в принципе удобно, если вы берете колонку в дорогу. Также, в отличие от вышеупомянутой колонки от Xiaomi, есть мешочек для транспортировки. Кнопки управления расположены на боковой вставке, и практически каждая из них имеет свои функции. Клавиша M отвечает за выбор источника сигнала. Рядом с ней расположены кнопки переключения треков, которые при длительном нажатии являются также кнопками изменения громкости. Следом кнопки play-пауза и включение и отключение. Эта колонка тоже имеет встроенный микрофон. С помощью кнопки play-пауза можно отклонить или принять входящий звонок. Как и следовало ожидать, опто ее гораздо больше, чем колонка от Xiaomi, и звучит она громче. Но то ли из-за используемого корпуса, то ли из-за динамиков, звук кажется немного глуховат. Сейчас я вам покажу, как опто ее звучит на разных расстояниях. Что ж, подведем итоги. Несмотря на то, что оба этих устройства созданы с одной целью – предоставить пользователю портативный и громкий звук, то, на мой взгляд, сфера и применение у них все равно разные. Если колонка от Xiaomi больше подходит для небольших помещений и требует более аккуратного обращения, то колонка от Optoie создана в большей мере для активного отдыха и использования на природе. Об этом нам также говорит крючок для переноски и пыли-влагозащищенный корпус. В любом случае устройства вызвали исключительно положительные эмоции, и они обязательно найдут своих покупателей. И если вы к ним придумаете еще какое-нибудь применение, то пишите об этом в комментариях, нам будет интересно почитать. И на этом все. Спасибо за внимание. Если понравилось видео и подобранные мною колонки, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. С вами была Катя. Удачи! Дорогие друзья, если вы покупаете электронику в китайских магазинах, то очень рекомендую посетить созданный нашим каналом агрегатор товаров. Он располагается на странице ВКонтакте, где вы найдете только лучшие товары от крупнейших китайских торговых сетей. При этом мы избавим вас от многократных повторов одного и того же товара и от недобросовестных продавцов. Из функций вы сможете подписаться на интересующую вас рубрику, оставить заявку на поиск интересного вам товара, а также вы сами сможете найти интересующий вас девайс через поиск по рубрике или в каталоге товаров. Мы будем рады вашей поддержке.